день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю торт-рулет полено. Во многих странах такие торты-рулеты считаются традиционной рождественской выпечкой. В нашей стране пока такой традиции нет, но в любом случае торт-рулет получается вкусным, нежным, красивым и украсит любой праздничный стол. И новогодний, и рождественский. Давайте приготовим. Для крема нам понадобится 250 мл жирных сливок для взбивания. Я обычно беру 35% сливки. 100 грамм горького шоколада. 70 грамм ореховой пасты, у меня нутелла. И примерно пол столовой ложки коньяка. Коньяк по желанию, не хотите, не добавляйте. Сливки нагреваем практически до кипения. Кладем шоколад. И оставляем на 3-5 минут, чтобы шоколад подтаял. А затем аккуратно размешиваем до однородного состояния. И убираем в холодильник на 2-3 часа. Пока заготовка для крема охлаждается, мы успеем испечь бисквит. Для бисквита нам понадобится 6 куриных яиц, нам понадобится 3 полных яйца и 3 яичных желтка, 140 грамм муки, 150 грамм сахара, 60 грамм молока, 30 грамм сливочного масла, 6 грамм разрыхлителя для теста и щепотка соли. Молоко кладем в сливочное масло, нагреваем до кипения и пока оставляем на рабочем столе. Муку смешиваем с разрыхлителем и затем просеиваем. 3 яйца разделяем на белки и желтки. Для бисквита нам понадобятся желтки, а из белков мы потом приготовим безе. В миску с желтками разбиваем 3 полных яйца, всыпаем щепотку соли и сначала взбиваем пару минут без сахара, затем постепенно порциями добавляем сахар и взбиваем в легкую воздушную массу. Взбиваем довольно долго, минут 7-10. Яичное масло должно увеличиться в объеме, посветлеть, стать воздушной и легкой. След, оставленный от теста, должен не стекаться мгновенно, он должен оставаться видимым некоторое время. В 2-3 приема вводим муку с разрыхлителем, аккуратными складывающими движениями, двигаясь лопаточкой снизу вверх, так же, как мы обычно замешиваем бисквитное тесто. И в последнюю очередь вливаем молоко со сливочным маслом. Аккуратно размешиваем. И наше бисквитное тесто готово. Выпекать бисквит я буду на противне. Размеры противня примерно 30 на 40 сантиметров. Противень я застелила бумагой для выпечки. Выливаем тесто, разравниваем. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 170-180 градусов Цельсия духовки. Печется бисквит 15-20 минут. Мой пекся ровно 20 минут. Готовность определяем либо легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной палочки. Она должна выходить чистой, без следов теста. Даем бисквиту слегка подостыть. Переворачиваем либо на чистый лист бумаги для выпечки, либо на чистое полотенчико. Отделяем бумагу, на которой пекся бисквит. Переворачиваем ее чистой стороной к бисквиту. И сворачиваем бисквит в нетугой рулет. И в таком виде даем полностью остыть. От бисквита у нас осталось 3 яичных белка, из них я приготовлю меренгу. Для плотной меренги нам понадобится сахар. Сахара нужно взять в 2 раза больше по весу, чем вес белков. Я на 3 белка взяла 220 грамм сахара. Половину всего сахара смолола в кофемолке в сахарную пудру. Белкам добавляем щепотку соли и взбиваем сначала без сахара,
до мягких пиков. Затем постепенно добавляем сначала сахар, а затем сахарную пудру. И взбиваем, постепенно увеличивая скорость вращения миксера до устойчивых пиков. Взбитые белки должны стать блестящими, глянцевыми. Миску со взбитыми белками можно совершенно спокойно перевернуть, и ничего с ними не произойдет. А также следим, чтобы полностью растворился сахар. Кристаллики сахара не должны ощущаться при растирании между пальцами. Перекладываем взбитые белки в кондитерский мешок. Я буду использовать круглую насадку. И отсаживаем меренги. Я отсаживаю меренги в виде елочек, но чаще всего рулеты полена украшают меренгами-грибами. На канале есть отдельное видео, посвященное меренгам-грибам. Ссылку поставлю в описании под этим видео. При желании заходите и посмотрите. Ну а я буду отсаживать елочки. Для того, чтобы елочки было легко установить на рулете, они хорошо держались, я в основании каждой елочки вставлю деревянную зубочистку. Всего из этого количества у меня получилось 2 таких противня с елочками, хотя для рецепта нам будет вполне достаточно одного. Остальные елочки пойдут на угощение детям. Сушим елочки в предварительно разогретой до 100 градусов Цельсия духовке. Я буду сушить меренги на 2 противнях в режиме конвекции. Сушим до тех пор, пока елочки не станут легкими, сухими и будут легко отделяться от бумаги для выпечки. Вот такие елочки у нас получились в результате. Закончим приготовление крема. Достаем из холодильника подготовленную ранее заготовку из сливок и шоколада и взбиваем до устойчивых пиков. Добавляем нутеллу, размешиваем. И в самом конце при желании добавляем в крем коньяк. Размешиваем, и наш крем готов. Он получается очень вкусным, легким, но при этом хорошо держит форму. Разворачиваем бисквит. Бисквит получается нежным, влажным, легким. Он не требует дополнительной пропитки, поэтому просто смазываем бисквит кремом. Аккуратно сворачиваем рулетом. Заворачиваем бумагу и отправляем на полчаса в холодильник. Покрывать верх торта я буду более плотным кремом. Для его приготовления нам понадобится 100 грамм растопленного и охлажденного до комнатной температуры горького шоколада, 100 грамм ореховой пасты, у меня нутелла, и 70 грамм сливочного масла. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Взбиваем сливочное масло. Затем добавляем шоколад. Нутеллу. И размешиваем миксером под народный крем. Вот такой крем получается в результате. Достаем из холодильника рулет, разворачиваем. Верх рулета смазываем кремом. Я сразу же срежу и краешки рулета, поскольку они, как правило, бывают сухими и неровными. Но правильнее было бы сначала поставить рулет в холодильник, чтобы крем стал более плотным. В этом случае срез будет более аккуратным и чистым. Перекладываем рулет на сервировочную доску. Из нескольких елочек я приготовила крошку. Этой крошкой безе просыпала центр рулета. Растопила небольшое количество шоколада. Переложила его в корнетик и таким образом растопленным шоколадом украсила елочки. Украшала с 2 сторон. Закрепляем елочки на рулете. И наш рулет почти готов. Отправляем его минут на 20-30 в холодильник, чтобы застыл верхний крем. И можно всех звать к чаю. Рулет получается очень нежным, легким, пушистым и очень шоколадным. Итак, наш торт-рулет готов, и мне остается пожелать вам
Приятного чаепития, приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.